Горбуша в сентябре идет метать икру и сразу же умирает. Богомол спаривается с самкой и мгновенно становится ее жертвой. Некоторые пауки и вовсе преподносят себя самке в качестве свадебного подарка. В мире не так много видов, погибающих сразу же или вскоре после спаривания, но они есть. Логично предположить, что раз эти виды выжили в процессе эволюции, то какие-никакие преимущества у такой стратегии есть. У каждого из этих видов своя причина умирать молодым. Но может лайк и подписка исправит эту ситуацию, кто знает. Давай разбираться. Спаривание – энергетически затратный процесс, не говоря уже о процессе откладывания яиц или вынашивания плода и деторождения для живородящих видов. Кстати, счастье рожать детенышей доступно не только млекопитающим, как можно было бы подумать, но и многим другим менее развитым видам. Кроме того, довольно часто самка продолжает заботиться о яйцах после формирования кладки, а это значит, что отойти и поискать что-то на обед самостоятельно у нее не получится. Поэтому у очень многих видов процветает репродуктивный каннибализм. Самец предоставляет самке себя в подарок – белковый обед, поддерживающий организм. Такая ситуация наблюдается чаще всего у насекомых и пауков, например, у большинства представителей семейства настоящих богомолов. Богомол-самец после спаривания становится жертвой именно потому, что самке нужно как можно больше полезной пищи. Богомолы – хищники, а самка в среднем крупнее самца, так что побороть и съесть партнера для нее не проблема. Стоит, впрочем, отметить, что не все самцы падают жертвой любви. Стратегии для выживания богомолы выбирают разные. Кто-то очень аккуратно подкрадывается к самке, кто-то приносит ей заранее пойманный подарок в качестве угощения, чтобы задобрить ее, а кто-то с самкой дерется. Одно из исследований показало, что в случае, когда самец после спаривания первым начал драку с самкой, его шансы на выживание повышаются до 78% по сравнению с теми, кто не пытался защитить себя. Иногда драку начинают заранее, но в этом случае совершенно не факт, что спаривание вообще произойдет. Такой же питательный подарок в виде самого себя делают самки и самцы рода черных вдов, и из названия взаимоотношения между полами в целом предельно ясны. Черные глянцевые с красными отметинами на брюшке пауки рода Latrodectus. Это хищники, которые ловят жертву и быстро окутывают ее паутиной, впрыскивая нейротоксичный яд латротоксин. К собственному яду у пауков устойчивость, однако самки ядовитее и опаснее самцов, и яда у них больше. Когда дело доходит до размножения, самцы весь свой хищнический нрав теряют. Самки чаще всего убивают их прямо во время спаривания. Это позволяет самцу увеличить продолжительность процесса и потенциально оплодотворить больше яиц. Эволюционный профит налицо. Есть и другие способы повысить собственную продуктивность, снизить чужую. Самцы отдельных видов черных вдов, готовые к гибели, оставляют копулятивный орган в половых путях самки, лишая ее возможности спариться с кем-то еще. Интересно, что некоторые другие пауки для выживания дарят самке подарок, завернутую в паутину жертву. Отвлекшись на подношение, самка теряет бдительность, и самец может быстро провернуть операцию по размножению и сбежать. В одном из исследований экспериментаторы обнаружили, что самцов, заявившихся к самке без подарка, съедали в 19% случаев, причем неважно, была ли самка голодна или нет. Любопытно, что среди пауков-дарителей иногда заводятся обманщики, подносящие не жертву, а что-то малое, а то и вовсе несъедобное. Семена, например, или вовсе маленькие камушки. Такое поведение не очень помогает хорошо размножаться, самка быстро обнаруживает подмену и времени на передачу генов остается меньше. Есть и более изощренные способы спариться и при этом не умереть. Пауки вида Писаурина мира используют для этого собственную паутину. Они связывают ею ноги самки, лишая ее возможности быстро передвигаться. Та не может ничего сделать самцом, и он выживает. Радикальный, но действенный способ остаться в живых. Интересно, что хотя такой репродуктивный каннибализм свойственен чаще всего самкам, есть несколько видов, у которых поедание партнера занимается самец. Такое чаще всего случается, когда участвующая в спаривании самка старше среднего по популяции возраста. Самцы занимаются прореживанием генофонда, попутно добавляя себе в копилку питательных веществ для грядущих спариваний. Обратный каннибализм наблюдается у некоторых членистоногих, например, у краба Авалипис катарус. Крабы ведут себя так по двум причинам. Первая все тот же голод, а вот вторая куда более любопытная. Это своеобразное поведение под названием «не доставайся же ты никому». Чем меньше потомства будет у другого самца, тем с большей вероятностью выживет твое собственное потомство.
Горбуши, кижучи и некоторые другие представители семейства лососевых погибают сразу после нереста, причем не только самцы, но и самки. Это характерная черта тихоокеанских лососей, а вот атлантические могут и выжить, чтобы еще раз дать потомство. Считается, что рыбы, возвращающиеся из морей в пресные воды, так сильно устают, что больше не могут жить и погибают. Перед тем, как отправиться на нерест в свое последнее путешествие, лососевые нагуливают жир в морских водах, а потом исключительно на нем и плывут до места назначения. Желудок, кишечник и печень лососевых деградируют так, что при всем желании рыбы не смогли бы вернуться к нормальной жизни. Они не едят и за время путешествия сильно худеют. Ты наверняка видел кадры, как рыбы прыгают вверх через пороги рек. Это, разумеется, физически сложно и требует невероятных затрат энергии. Кроме этого, под конец жизни включаются и молекулярные часы, подавляющие иммунитет лосося, снижающие возможность поддержания гомеостаза и делающие рыбу чувствительной к заболеваниям и внутренним патологическим изменениям. В конце концов, у них не остается ни сил, ни возможности жить. Их тело перестроилось для последнего рывка, размножения, и перестроиться обратно для обычной жизни рыбы уже не могут. Отнерестевшийся лосось погибает и быстро разлагается, выделяя в окружающую среду органические вещества. Причем иногда тело начинает распадаться еще до смерти рыбы, и таких рыб называют зомби-лососем. В чем смысл такого поведения? Зачем откладывать икру обязательно в пресных водах и почему в процессе эволюции закрепилась именно такая стратегия? Дело в том, что это позволяет лососям вырастить как можно больше новых мальков, обеспечив их как можно большим количеством пищи. Кроме того, еще одним ответом на этот вопрос может стать ответ «так получилось». Лососевые – это пресноводные рыбы, которые изначально развивались как речные и озерные. И когда их предки стали уходить в более питательные, но соленые моря, им пришлось придумывать, как совместить желание жить в соленой воде и выращивание исключительно пресноводных мальков. И они придумали эту стратегию, которая требует траты всех сил. В некоторых случаях самцы изначально нужны лишь для одной цели – оплодотворения. У пчел, например, самцы трутней даже не несут полного генетического набора. Они развиваются из неоплодотворенных яиц и, по сути, не являются настоящими пчелами. Механизм появления таких особей крайне любопытен. Обычно пчелиная матка, откладывая яйца в соты, протискивает в них брюшко. Стенки сот чисто механически сдавливают пчелиную королеву так сильно, что у той открывается канальце семяприемника, где пчела хранит запасы сперматозоидов. Яйцо, проходя мимо этих запасов, оплодотворяется, но соты для трутней очень широкие, брюшко пчелы не стимулируется, и потому яйцо выходит неоплодотворенным. Сперматозоиды остаются в семяприемнике. Есть еще один способ возникновения трутней. Иногда, когда матка очень стара или рой вовсе остался без королевы, яйца с будущими трутнями могут откладывать обычные рабочие пчелы. Их называют трутовками. Это неправильная ситуация, свидетельствующая о деградации роя, но и такие трутни иногда появляются. Важно тут то, что с самого начала трутней выводят ради одной единственной цели, и реально живой и здоровой пчелой они не являются. Трутни не занимаются никакой другой работой, кроме ожидания момента, когда смогут претендовать на спаривание с королевой улья. Из-за этого у них даже изменено строение тела. Вместо стандартного жалящего аппарата на конце брюшка они несут совокупительный, то есть в случае опасности они не в состоянии защитить себя. Даже самостоятельно собирать пыльцу они не могут, их обслуживают пчелы-работницы. Все ради одной цели – спариться с королевой улья. Спаривание происходит во время полета, при этом непосредственно в передаче сперматозоидов участвует сразу несколько трутней. Совокупительный аппарат трутня сразу после копуляции отваливается и остается в самке, а сам трутень погибает, падая на землю. Остальные трутни выживают, если не становятся жертвами птиц, специально поджидающих свиту пчелиной королевы. Но судьба их незавидна. Пчелы, поняв, что работа выполнена и больше смысла в трутнях нет, выгоняют их из улья на верную смерть холодной осенью. И в их гибели и в гибели оплодотворивших матку трутней есть один единственный смысл – снять нагрузку на улей. Трутни крупнее стандартных рабочих пчел, больше едят и ничего не делают, не считая, конечно, спаривания. После выполнения своей задачи не могут умереть, а пчелы отправятся ухаживать за новыми яйцами. Как ни грустно признавать, но жизнь циклична. Чтобы появилось что-то новое, нужно, чтобы умерло что-то старое. Некоторые виды доводят эту истину до абсолюта, массово вымирая. Так они помогают своему потомству, обеспечивая его едой и энергией или просто освобождая территорию для будущей жизни.
Звучит печально, но это всего лишь одна из стратегий, причем не самая распространенная. Остается только порадоваться, что у млекопитающих такая стратегия не в приоритете. Само название нашего класса подразумевает необходимость хоть какого-то, но присутствия родителя. Хотя и тут, конечно, есть разные ситуации, но правда, раз ты досмотрел видео до конца, с тобой, я думаю, мой дорогой зритель, все в порядке. Особенно если ты не забыл поставить лайк. Пока.